Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт пирога «Мечта». Этот пирог, мне кажется, пробовали все. Рецепт, опять-таки, из далеких 80-х годов. Просто-напросто этот пирог не продавали в магазинах, а передавали его, рецепт этого пирога передавали из рук в руки. Но пекли его, мне кажется, очень часто и почти в каждом доме. Рецепт этот из кулинарной книжки моей мамы, рецепт, опять-таки, из 80-х годов. Мне кажется, все эти рецепты из 80-х годов, они были совсем другие, с другим запахом, с другим настроением выпекались, и ели мы их по-другому. Ну что, мои дорогие, рецепт несложный, как я вам уже сказала. Начнем выпекать. Сегодня мы начинаем приготовление с разделения яиц на белки и желтки. Нам понадобится 3 яйца. Белки у нас пойдут для безе, а желтки в тесто. Аккуратненько отделяем. Посуда для белков у нас должна быть очень чистая, чтобы на ней не было ни капельки жира, чтобы белки хорошо взбились. И вот таким образом я отделила желтки от белков. Вообще этот пирог очень легкий в приготовлении и вкусный. И сейчас займемся приготовлением теста. Для теста нам нужно будет взять 200 грамм сливочного масла или маргарина, мягкого, комнатной температуры. Оно у нас должно полежать, но не растопленное. Буквально за 2-3 часа нужно будет вытащить масло из холодильника. 100 грамм сахарного песка, ванилин или ванильный сахар, щепотка соли. И нам нужно будет взбить масло с сахаром. Все это очень быстренько делается. Можно будет даже это сделать венчиком. Но миксером, конечно, быстрее. Перемешали хорошенько масло с сахаром. И сейчас я буду добавлять желтки. Желтки я добавляю по одному. Еще один желток. Пишите мне, кто вообще выпекал этот пирог в далекие 80-е, кто вообще знаком с этим рецептом. Мне кажется, рецепт довольно был распространенный тогда. Вот таким образом я взбила уже яйца с сахаром и с маслом. И добавляем соду. Пол чайной ложечки соды. Нам нужно будет погасить 1 столовой ложкой уксуса. Если вы будете класть в тесто разрыхлитель, то положите 1 чайную ложечку разрыхлителя. Перемешиваю хорошенько масло с разрыхлителем. Все приготовление, все замешивание теста занимает очень-очень мало времени. Пирог готовится быстро. И сейчас я буду добавлять муку. 300 грамм муки. Муку добавляю 2-3 этапами. Сразу всю муку не добавляйте в тесто. Перемешиваю. Уже лопаточкой, без миксера, конечно. А сейчас уже рукой. Добавляю остальную муку. Ровно 300 грамм муки у меня уходит в тесто. Тесто не забивайте мукой. Не нужно делать его очень-очень крутым. И теперь нам нужно будет все это собрать. Все тесто собрать в один комок такой. Переношу тесто на рабочую поверхность. И нам нужно будет разделить тесто все приблизительно на 4 части. Одну четвертую отправляю в морозилку. Буквально на несколько минут, пока будем заниматься всем остальным. Немножко теста придавите, вот так оно быстрее замерзнет. А остальной кусочек теста нам нужно будет распределить по форме. Форма у меня 24 сантиметра в диаметре. И на дно я постелила бумагу пергаментную. Нужно будет поднять из этого теста бортики. Старайтесь, чтобы вот именно на этом сгибе под бортиками у нас тесто не было очень толстым. Приблизительно, чтобы у нас везде оно было ровненькое. И кладем в холодильник форму с тестом. Нам понадобятся яблоки. 3 яблока нам понадобится. Яблоки нужно будет очистить. Яблоки по возможности берите мягких сортов.
Яблоки нужно будет натереть на крупной терочке. И духовку мы включаем уже разогреваться на 180 градусов. Как только тесто мы положили в холодильник, духовку нужно будет включить разогреваться. Яблоки я уже натерла. Вытаскиваю форму с тестом из холодильника и распределяю яблоки по форме, по донышку. Не кладите больше яблок, ровно 3 яблока нам нужно будет. Приблизительно, чтобы вес яблок был 500 грамм, уже в очищенном состоянии. Снова кладем форму с тестом и с яблоками в холодильник. Теперь займемся белками. Добавляем щепоточку соли, ванилин или ванильный сахар и сахарный песок. 100 грамм у нас уходит. 3 белка и 100 грамм сахара. Начинаем взбивать белки и добавляем сахар. Белки нужно будет взбить вот до такого состояния. Это все занимает немного, недолго, немного времени. Вытаскиваем форму с яблоками и укладываем аккуратненько белки сверху. Равномерно распределяем белковую массу. Пишите мне, кто пробовал вообще этот пирог, кто готовил его и кто вообще, кому нравится этот рецепт. Мне кажется, это самый выигрышный вариант яблочного пирога. Оставшийся кусочек, четвертую часть, вытаскиваем из морозилки и натираем сверху на крупной терочке. Теперь всю эту нашу крошку нужно будет распределить равномерно по верху и отправляем выпекаться на 180 градусов. Пирог у меня выпекался 40 минут. Полежал он у меня на столе буквально 10 минут. Сейчас я его посыплю сахарной пудрой, но это, конечно, по желанию. И нужно будет открыть. Форма у меня разъемная, поэтому пройдусь вот так ножичком по бортикам и открою. Если у вас форма не разъемная, просто-напросто выстелите всю форму бумагой пергаментной и поднимите вот так вместе с бумагой весь пирог. После того, как он выпекся уже. Вот такая красота у нас получилась. Посмотрите, все слои бесподобно. Безе, яблоки. Очень вкусно, мои дорогие. Попробуйте. Мне кажется, этот рецепт, этот торт понравится. Торт, пирог, как хотите его называйте, но он понравится всем. Заходите ко мне на канал, смотрите мои видео. Если вам нравятся мои рецепты, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы мы не потерялись, и будем дружить. Мои дорогие, всем приятного чаепития, приятного аппетита. Пока-пока. Всех люблю.